здесь чуть-чуть тяжеловато дышать. Привет, друзья! С вами Галя Карен. И сегодня я отправляюсь в очень интересное место. Это научный музей Космо Кайша. Идеальное место для получения дополнительного образования. Идеальное место для проведения семейного досуга, потому что это будет интересно как взрослым, так и детям. Музей интерактивный. Здесь можно поэкспериментировать. И, кстати, идея создания этого музея принадлежит фонду Ла Кайша. В 1977 году фонд заметил недостаток мест, связанных с наукой, в отличие от гуманитарных и художественных. И решил создать музей, приближенный к широкой публике. То есть здесь вы можете на практике познакомиться с какими-то научными открытиями и через практику узнать много нового. Ну что, погнали. Здание музея было построено между 1904 и 1909 годом по проекту каталонского архитектора Жозепа Доминек Эстапа в стиле модернизма. Позже, уже в 2004 году, здание было дополнено современной архитектурой. И, в принципе, этот музей стал первым интерактивным музеем в Испании. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии, вопросы, что бы вам хотелось увидеть. Мне это очень важно для развития моего блога, а вам будет полезно. Одна из самых впечатляющих особенностей музея – это спиральный пандус, обвивающий гигантское дерево из Амазонии. Он соединяет уровни от подвала до 5-го этажа, позволяя посетителям постепенно погружаться в различные экспозиции. Здание также представляет собой гармоничное сочетание модернистской архитектуры и современных элементов из стекла и стали, символизируя мост между прошлым и будущим науки. В музее несколько постоянных экспозиций, и основной экспозицией музея является зал Вселенной, где рассказывается теория Большого взрыва, то есть происхождение Земли и так далее, до современных научных открытий. И этот зал разделен на 3 части: космос, эволюция и границы. В разделе «Космос» можно узнать все с момента того, как произошел Большой взрыв 13,8 миллиардов лет назад, до современности. Посетители могут узнать возникновение материи, как формировались галактики, звезды, интерактивно попробовать законы термодинамики, механики, оптики и посмотреть, что сделало возможным, какие условия сделали возможным возникновение жизни на Земле. Раздел «Эволюции» расскажет вам все от возникновения простейших существ до появления человека. Посетители могут увидеть цифровые реконструкции, стереоскопические фотографии, ценные экспонаты живых существ. И все будет рассказывать об эволюции человечества и возникновении жизни. В разделе «Границы» исследуется человеческий мозг, самый сложный орган во Вселенной, когнитивные способности, развитие речи, развитие письма, языка, также интеллектуальные способности, искусственный интеллект. А сейчас мы заходим с вами в раздел «Затопленный лес». Здесь воссоздана реконструкция влажного амазонского тропического леса. И действительно, каждые 15 минут здесь идет дождь для того, чтобы воссоздать эту атмосферу. Действительно, иногда здесь чуть-чуть тяжеловато дышать, потому что высокая влажность. Здесь посетители могут увидеть земную, подземную, подводную и наземную экосистему. То есть здесь живут черепахи, крокодилы, рыбы, именно те, которые водятся в амазонских водоемах. Также можно посмотреть на растения, которые адаптированы к этой высокой влажности.
музее есть раздел «Геологическая стена», где собраны горные породы, которые демонстрируют геологические процессы, такие как эрозия, вулканизация, тектонические сдвиги. И общий вес представленных горных пород составляет 100 тонн. В музее также есть раздел «Микроариум», посвященный исследованию микроскопического мира. Там же находятся различные мастер-классы. За моей спиной находится мастер-класс по математике. Все это открыто, как правило, в выходные дни. Также есть интерактивные мастерские для детей 3-8 лет. На территории есть кафе, стоянка и планетарий. В планетарий вход отдельный, и стоимость билета составляет 6 евро. А вообще вход в музей бесплатный для владельцев карт Лакайша, и общий билет стоит 8 евро. Также на территории есть временные выставки. Сейчас проходит выставка, посвященная инопланетянам, тому, что есть все-таки жизнь вне планеты Земля или нет. Вход бесплатный. Выставка продлится до 19 октября 2025 года. Вот на нее, пожалуй, мы сейчас зайдем. С вами была Галя Карен. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч. Пока-пока.